Коллеги, доброго времени суток, с вами Аслан. Сегодня поговорим по цене биткоина. Подумаем, как это у нас происходило, все вот это движение вниз, какие были предпосылки. Давайте этот момент поразбираем. И что нам подсказывал Атлант, посмотрим, да, где какие моменты были. Во-первых, биткоин действительно поистине народная монета. Взять последняя реклама биржи Binance, Юрий Дудь, помните, такой есть блогер, у него 10 миллионов подписчиков, 37 лет. И этот пост выходил, я в телеграм-канал скидывал, это было 16 августа. Снимал он 15-14, где-то здесь происходила эта реклама, и после этого 10 миллионов подписчиков. После этого всех, кто пришел по его рекламе, да, здесь, их сразу покатили, сразу же позбивали, смотрите, сделали большой вынос, причем большой и глубокий вынос. Мы сейчас разбираем этот график. Какие были предположения похода вниз, да, как это все развивалось, затягивали. Здесь была у нас трендовая. Вы все видели, мы шли по графику, да, было предположение, что нас вытянут все-таки наверх. Но опять же, я говорю, у нас есть Атлант на графике, который подсказывает, в каком направлении может пойти цена. И желательно вставать в позицию, идти по направлению, куда указывает Атлант. И мы за ним идем на 15 минутках, на 15-минутном таймфрейме. То есть нам здесь он отчетливо показывал, что мы пойдем вниз, и вот это все движение, оно действительно пошло вниз, там были цели забирал, в телеграм-канале это все отметил, показал. Здесь самое ужасное то, что у нас сейчас на дневном таймфрейме Атлант указывает шорт. Обратите внимание, между последним лонг и последним шорт, да, тут потеря, нулевая практически. То есть мы здесь могли встать в лонг, даже частично закрывать. И здесь пошел разворот шорт и закрепление. То есть отсюда можно было свободно открывать шорт и идти дальше ниже. Да, он даже назад не отрастал, да, как с 28 пошел сыпаться на следующий день, получается. И я остановился на 24 300 и переключился на 26 618. Я успел здесь взять несколько лонг-позиций, и сейчас их защитил отсюда, защитил шорт-позициями. Тоже в закрытую группу писал, кто хочет закрытую группу, пишите в личку. Так, на 15-минутном таймфрейме это у нас выглядело вот таким образом. То есть у нас сейчас 15-минутный таймфрейм, это было вот здесь. Я говорил, тут стоит взять шорт, тут у нас появились высокие, большой фитиль появился. Тут цель была, большой фитиль появился, и переключение, да, здесь у нас неопределенность пошла. В общем, здесь взял шорт, стоп загонял на 27. Сначала ставил 27.50, потом сказал переставить на 26 850, по-моему. Сейчас надо будет посмотреть. В общем, говорил 27.50, по-моему, говорил взять, поставить стоп, но потом переставил выше 27.100 вот сюда, над этим лоем. И пока эти шорт-позиции тоже в плюсе. Да, хоть у нас сейчас пошел какой-то предполагаемый разворот, и можно эти шорт-позиции закрыть пока, потому что у нас тут Атлант развернулся, и, возможно, вот это накопление сейчас пойдет наверх. Но пока еще картина не ясная, не точная. По уровню Фибоначчи у нас тут 618 уровень, ожидаемый золотой карман, да, из ближайшего накопления это 26 500, 26 520 и 27 462 и 27 952. Вот такие уровни. То есть сейчас в данный момент ожидаются на лонг. Будут они или не будут, посмотрим. Сейчас у нас Америка, да, торговая сессия американская идет. Посмотрим, что они сейчас сделают. Так, отставить, это у нас, да, американская сессия торговая. Китай не сделал особо никаких движений. Так вот, в общем, с биткоином, что у нас еще? Вот Юрий Дудь, да, делает он рекламу. Тут можно было подумать, просто собрать все моменты, да, то, что он делает рекламу, он привлекает большое количество людей, которых закрывают здесь, уносят вниз. И сейчас будут как-то долго-долго мариновать. И когда большая часть вот этих вот бедолаг позакрывают свои позиции, это как раз у нас может произойти под конец августа. А еще не забываем, у нас в сентябре будет третья пятница. Ведьмина, помните такую, да? Скоро уже. То там будет очень большая повышенная волатильность, будут многие закрываться. На графике все будет, ребята, отмечено. Не переживайте. Те, кто у меня на графике, вы все видите, как я иду, как идет наша команда. Слив здесь произошел 18%. Мы рассчитывали, когда слив только начинался, здесь рассчитывалось 10%, потому что Binance скидывал кота, который сидит на шарфе, да, от биржи Binance, или что это, в общем, какая-то рекламная ткань, и сидит код, и надпись, из которой выходило число 10, как 10%, и код, это уже у нас в группе Натали разобрала там момент один и сказала, что он сидит в позе Анубиса, плюс еще Илон Маск.
Да, вот она разобрала этот момент и сказала, что кот сидит в позе Анубиса, а Анубис– страж весов на суде Осириса в царстве мертвых. Вы сейчас скажете, какое-то отношение имеет к графику. Это имеется, получилось, что это было как негативные 10%. И мы видим на графике, что у нас цена на 10% она изначально ушла вниз. То есть мы когда уходили вниз, как раз эти 10% они и отработали. Интересно, да? То есть вот они, эти 10%, сюда цена и пришла. Здесь и было переключение этих 10%, видите, на 10.31 примерно. Плюс-минус как раз 10%. И здесь же произошло переключение. И дальше, а это просто уже, это была паника. Причем паника, которая пришла к своему к значению, к которому нужно прийти. Здесь у нас проходит трендовая, и она прям четко в эту трендовую коснулась. Еще обратите внимание, у нас здесь одна трендовая проходит от этого накопления. Помните, нисходящий клин, с которым мы выходили, здесь у нас был паттерн пинцет. И это на дневке только паттерн пинцет. А здесь у нас, на самом деле, тоже, если посмотреть на 15 минутке, у нас здесь тоже есть паттерн пинцет. Возможно, здесь идет разворот, который на мелких таймфреймах только видно. Азирис и Илон Маск в позе Азириса был. Так, это еще не все. Здесь у нас еще одна трендовая. Сейчас покажу еще один момент. Смотрите, еще у нас есть вот такая трендовая проходит рядом. Так, и вот сюда ложится. Я ее тоже на графике оставлю. Вот есть еще небольшая вероятность похода. Так, у нас здесь трендовая проходит и здесь. Вот у нас еще есть небольшая вероятность похода именно к вот этой синей трендовой. То есть еще здесь могут продавить ниже, выбить. То есть провести здесь накопление. И те, кто здесь запрыгивал в лонг, Юрий Дудь, лонг, я честно сам полагал, что здесь идет большая медвежья ловушка. Вот это, именно это место, оно прям было конкретно медвежьей ловушкой. То есть здесь пока могли развернуть и очень сильно наверх выйти, прям сильно. Но это, прям видно, что это прям манипуляция провелась, да, у нас Дудь. Плюс новости. Что сказали, что у компании Илона Маска продали большое количество биткоинов. Хотя они сами опровергли, нет, мы ничего не продавали. Буквально, вот эта новость, сейчас я ее прочитаю. Причем это именно от SpaceX. Это SpaceX снизила стоимость своих криптовалютных активов и продала биткоин. Это из журнала Wall Street. Tesla удалила биткоин из исходного кода своей страницы оплаты, но оставили Dogecoin, тоже момент. Но, однако, официального заявления о том, что она удалила биткоин из опции оплаты, пока не было. И Tesla не проводила транзакции с биткоином во втором квартале 2023 года. Тоже вот момент. Поэтому говорить, то есть такую, как сказать, лапша на ушах, да, наговорили, опять фат закинули. CZ предупреждал, что будет очень много негативных новостей. И вот этот вот резкий пролив вниз, и то, что сейчас происходит, кстати, они пробили трендовую, они пришли к трендовой, да, у нас тут как голова плечи паттерн вырисовывается, есть. Если сдалека посмотреть, есть паттерн голова-плечи. Но обратите внимание на вот эту область, она пустая, она не докоснулась. Ребят, почему я торгую на бирже BinX? У них четкий график цены. Он более правильно показывает картину всего происходящего, так как они берут информацию с различных крупных бирж, плюс дополнительно оттачивают ее, берут информацию с мелких бирж. То есть у них очень много информации по цене биткоина. И они ее всю группируют и делают, показывают вам идеальный график. Можно, идеальный график, это условно, да, в кавычках. Но в целом он клево себя показывает. Я иду по этому графику, и вы сами видите, как они попадают в цели, в точки, в такие, в которые указывает нам Илон Маск иногда. Да, он говорит, какие-то есть конкретные точки. Прям я не первый раз вам в своих видео, даже обзорах показывал, да, что у меня есть конкретная цена, где-то вот стоит точка, и конкретно в эту точку график попадает. Он ударяется туда, и все, и начинается откуп. Покажите мне хоть одно. Понимаю, что да, оно все время меняется. Это постоянно как желеобразная форма, да, она постоянно меняется. Тут это масса людей, это влияние новостные, влияние даже фаз Луны, это все вместе, все влияет. Да, оно меняется. Но есть такие моменты, когда ты идешь по графику, и у тебя четко отмечена цель, и цена четко туда приходит. В общем, здесь какие были, да, предпосылки того, что мы пойдем наверх, расти обратно. Я говорил, что у нас есть уровень разворотный и зеркальный уровень. То есть нам нужно было по-хорошему пробиться сюда. Я здесь даже, на самом деле, очень обрадовался, что у нас цена сюда пришла, Атлант переключился. То есть здесь все говорило о том, что нас развернули. И вот здесь вот шли, и тут выпускают, запихивают сюда толпу, и эту толпу прокатывают. То есть если бы здесь не пришло то количество людей, которую они набирали, они много. То есть маркетмейкер, я уже говорил про то, что маркетмейкер, когда наберется большая позиция и выгодно будет слить, они сделают так. Вот они и сделали. Если здесь будет мало, им нужно будет поднять выше, чтобы набрать больше народу, они поднимут выше. Со стороны это все похоже на голова-плечи, но у него неправильная формация. Поэтому говорить о том, что здесь будет отработка голова и плечи, я не берусь за этот момент. То есть для меня это как была вот здесь медвежья ловушка. Но да, здесь медведи выиграли. Но сейчас здесь происходит та же самая медвежья ловушка. То есть вот этот весь блок, который сюда подняли,
Не думаю я, что их всех выпускают. Но в данный момент мы сейчас в шорт-приоритете. Мы под уровнем 26, 27-28 тысяч. Помните мои старые уровни? Да, 28 тысяч, 27 тысяч. То есть по-хорошему нужно выждать момент, когда цена поднимется опять на 28, и отсюда уже предпринимать какие-то дальнейшие действия. Но и сейчас Атлант, да, развернулся в шорт. То есть сейчас, конечно, шорт в приоритете, еще раз. Здесь у нас есть момент с трендовыми. Есть старое накопление, цена четко коснулась его верхней грани и оттолкнулась. Сейчас посмотрим, какое будет здесь накопление, какую покажут структуру, что будет показывать Атлант. Мы идем за графиком на 15 минут. У меня есть шорт-позиции, у меня есть лонг-позиции. Старые лонг-позиции в плюсе, прямо еще снизу, да, открытые, переведены в убыток. Новые шорт-позиции, части закрытые, части обязательно везде стоят стоп-приказы. То есть, если даже цена сейчас резко размахнется, уйдет в ноль, поднимется резко наверх, я все равно останусь при USDT, потому что у меня на каждой позиции стоит стоп. Да, я в одном месте пролетел, у меня по вичейну, я тоже эту группу скинул, у меня по вичейну, я брал позицию, и не поставил стоп, у меня ликвидация 100% получилась. То есть, такое тоже бывает, где-то пролетаешь, бывает, забываешь, так как человек, человеческий фактор никто не отменял, слишком много всего происходит. Вот. И здесь, что еще сейчас могу сделать? Провести сильное накопление, прям долгое, вот как раз под конец месяца и даже начало сентября, и здесь провести еще одну волну ликвидации. То есть, например, поднять вот сюда к верхней вот этой грани, да, это у нас тоже психологический уровень, от него у нас увести вниз цену. Здесь получится такой паттерн, давай посмотрим, у нас здесь могут легко сделать паттерн дракон, то есть проторговать, сделать хребет и уйти вниз. Либо опять же к этой грани, либо сделать шорт-сквиз еще чуть-чуть ниже, да, как раз к нижней трендовой, подтвердить ее, коснуться нашего уровня. Это большая Фибоначчи, это 618, уровень 61% здесь. Коснуться этого уровня, и у нас получится большой паттерн дракона у нас получается, да, и уже потом отсюда выходить на хребет, фиксироваться V-образным разворотом, выходить к голове, тут часть фиксировать, смотреть, переводить без убыток и оставлять вот эти уже лонг-позиции, оставлять на продолжение движения. Уже отсюда можем хорошо выйти в район 36660. То есть я сейчас жду эту цель. Как раз вот эта ликвидация, она... Помните мальчика с рогаткой? Вот все больше и больше. Вот это все напоминает этого мальчика с рогаткой. Посмотрим, как это все они проведут. Мое предположение, что еще будет вторая ступень. Вот дно, да, и второе дно в подарок. Еще будет какая-то ступень ликвидации. И уже после этого выведут на верхний уровень. Но не обольщайтесь, потому как это тоже будет заманивание. Да, и еще потом мы увидим цены, возможно, ниже. Подписывайтесь, ссылки в описании. Пока. Так, видео номер 2. Это у нас дневной тренинг, сейчас перейдем на 15 минут. В общем, понятно, да, с Юрием Дудем заманили толпу. Была хорошая позиция набрана. Здесь лонг подбирали, ожидали выхода. Здесь много ожидало выхода вот в эту область. Я был в том числе, но благодаря Атланту. И смотрите, какое у нас было накопление. Сейчас еще раз покажу. Наша группа, кто смотрел на рынок открытыми глазами, кто смотрел на график открытыми глазами, тот видел вот этот момент. Это было прям показано. Было накопление, это у нас перед падением. Было накопление. Было окно повышенной волатильности, вот здесь оно. Вот здесь у нас окно повышенной волатильности. Как тебя изменить? На белый. Сейчас, секундочку, сделаю, чтобы было понятно, о чем речь. У нас вот здесь вот окно повышенной волатильности. И смотрим поближе, да, в это окно. Что у нас было? Смотрите. Атлант прямо в окне здесь. Вот он указал выход. Из всего этого накопления. То есть, да, но здесь раньше говорил вверх пойдем, вниз пойдем. То есть, тут момент, оно меняется по ходу изменения рынка. Но рынок был опять правильно. У нас еще ошибок не было. Рынок был правильно прочитан. В группе в закрытой я тоже показал ребятам, что смотрите, у нас здесь можем получить сильный шорт. И участники группы тоже, причем женская аудитория, да, подсказала хорошо. И не только женская, и ребята, и парни. В общем, тоже момент был прочитан. И биржа Binance подсказала, и Илон Маск подсказал, и другие различные новости. Да, много что указывало на то, что пойдем вниз. И все этот момент происходит, смотрите, в окно повышенной волатильности у нас происходит выход из паттерна вниз. Выход произошел. Попытка вернуть. И до последних ворот тоже не состоялось, вышли вниз. Потом психологический уровень, Атлант у нас шорт, психологический уровень, цена его облизывает, можно так сказать, и уходит под низ. Потом раз ее скидывает вниз, вот здесь была подсказка, что ниже пойдем, второй раз скидывает, третий попытка выхода, но здесь у нас неопределенность, пошло движение вниз, да, вот это все, провалились. И все это у нас уже вышли в окно повышенной волатильности, Атлант подсказал и пробились вниз. Далее опять же идет закрепление, ну и дальше произошло то, что вы уже видели, то, что я в прошлом подсказывал. И дополнил еще, когда мы уже выходили сюда вниз, говорю, еще обратите внимание на то, что у нас опять ФРС. У нас все сливы сильные происходят на ФРС. Помните, $48 тысяч за биткоин. То же самое.
на ФРС происходит такая же самая история. Минутку. ФРС. Вот. И ничто не меняется. Как было в прошлом, так они сделали и в настоящем. Дальше у нас было отмечено 50% уровень, цена в него стукнулась, откатилась, пошли ниже. Подошли к 61%, но здесь цель была не совсем обозначена, я уже сейчас не помню. У нас цели были какие-то, да, обозначены, это уже снова. Сейчас я уже не скажу. Ну, возможно, были здесь, что-то было отмечено, нужно видеообзор пересмотреть. Да, у нас вот цель была вот здесь, но это уже из этого накопления цена пришла, откатилась немножко и пошли ниже. Да, вот цель была. И здесь нас пробили прям очень сильно пролили вниз, я такого сам давно не видел. И обратите внимание, у нас на 15 минутке здесь идет блок откупа. Маленький, да, небольшой, но уже достаточно хороший блок откупа. Плюс матрикс стоит уже перепроданности, его очень сильный. Причем раз перепроданность, здесь опять перепроданности, здесь опять, а вот сейчас пошла перекупленность. Плохо. Нету сильного роста, но идет перекупленность, то есть график возвращает его на место. И роста особого даже в золотой карман не пускает. Это дает, наводит предположение, да, дает мысль такую, что у нас опять же здесь растянут. Да, возможно, придем к уровням 27 600, 27 460. Возможно, будет касание уровня 27 950, но это 27 888, то есть основная цель, если будет рост, возврат, да, обратный. Но это будет как раз торговка, да, здесь будут сейчас ходить вверх-вниз, давать волатильность, чтобы народ начинал продавать, покупать, то есть опять загонять сюда тех, кто уверует в продолжение роста, потом их здесь закроют, наберут медведей, сбросят, наберут дополнительные лонги и уже с ними сходить пониже. Как раз у нас новостной фон будет. У нас какое число? 24 августа. Вот, я говорю про конец месяца, да, больше. 1 сентября. И вот есть такая вероятность, что у нас к сентябрю все-таки свозят к нижней грани. То, что я говорил в прошлом видеообзоре, да, вот здесь. Вот этой синей трендовой, либо на начало. Это аж 15 сентября. Да, то есть сюда могут провести, ну или даже, говорю, провести вот где на летний день, да, свозить как раз нижней трендовой вот этой и 61%. В общем, сделать такой второй заход, и уже из которого будет, опять же, такая плавная расторговка. Первый выход, накопление, второй выход. И смотрите, что здесь у нас может получиться именно на дневном таймфрейме. Может получиться вот такая вот структура. Ничего не напоминает? Недавно Binance свои чемоданы показывал и шкаф. Здесь у нас коврик биржи Binance, здесь у нас чемоданы стоят. Здесь шкаф с вещами. Ну это так. В общем, двигаемся за Атлантом. Позиции. Сейчас на самом деле мне нравится, как сейчас торгуется рынок. Я сейчас нахожусь в суперпозиции. То есть у меня невозможно не заработать по лонг позициям и невозможно не заработать по шорт позициям. Я уже и плюсы по сделкам сделал нормальные. И в данный момент цена вышла здесь, когда мы вниз пошел этот откуп и получился первый фитиль, и потом второй фитиль этот сделали, цена вернулась сюда, к этому уровню, и пошло формирование вот этот паттерн ТЦ, да, я здесь успел зайти в позиции даже со 150-м плечом, здесь эта позиция открыта, они сейчас плюс 900, что ли, процентов, или 800. Я группу скидывал, когда цена сюда подскочила, это было 1000%. Здесь тоже будет показывал. И с 100-м плечом открыта поза. И чтобы успевать так открывать позиции, ребята, еще раз говорю, выбирайте биржу, на которой вам нравится торговать. Ну, мне нравится на бирже на этой. Внизу она и работает быстро, и у них нет моментов, как на Binance, например, когда у них начинаются технические работы, а у них почему-то всегда начинаются технические работы, кстати, на 25 число, у них всегда начинаются технические работы тогда, когда по графику происходят какие-то движения. Не обращали внимания? Причем это, чаще всего на Binance происходит. Они знают, потому что они знают, когда они начинают толкать рынок, у них боты на это настроены. Binance, Changpeng Zhao, Илон Маск с корнями из Китая. Они всегда знают заранее, а мы идем заранее за ними. То есть то, что произошло, мы практически этот момент не знали. Но и еще они это все подсказывают. Вот что самое смешное. Я не могу, это нет объяснения, почему они именно подсказывают. Вот этому действительно нет объяснения. Но нужно уметь прочитать и понять. Так, по 25 числу, секундочку. Да, Binance 25 число, сейчас новость скажу эту. Да, нашел. Вот он, получается, Binance улучшит сервисы. Binance улучшит сервис API, да, 25 августа. Как раз на конец этого месяца. И, скорее всего, процесс начнется 25 августа, и в рамках оптимизации лимит запросов на IP-адрес будет увеличен с 12 до 60 в минуту. Это значительное увеличение может улучшить торговую активность и облегчить доступ к бирже для трейдеров и ботов. Но в момент самой этой оптимизации и увеличения
с 1200 до 6000 на лимит запросов, да, а в этот момент рынок будет, скорее всего, будет тупить или хуже того, да, вообще не будет работать. То есть вы не сможете открыть или закрыть позицию или еще что-нибудь. И в эти моменты будут происходить вот эти волатильные движения. Очень сильные, причем волатильные движения. Так что, вот, возможно, 25 числа этот шорт-сквиз они и произведут. Так, и... В общем, у нас еще есть момент по... Я в закрытую группу скидываю моменты из CoinGlass, OnChain Metrics, где у нас приходят новые адреса, да, у нас новые адреса за 24 часа минус 13%, активные минус 10%, и адреса с нулевым балансом плюс 0,1%. Вот, снижение новых и активных адресов может указывать на уменьшение интереса к биткоину. На самом деле это хорошо, если уменьшается интерес, большие крупные игроки понимают, что нужно поднимать цену наверх, чтобы появлялись новые игроки, да, как можно назвать, новые трейдеры, чтобы люди покупали. Добыча, хешрейт упал на 12%, сложность как была, так и осталась, да, доходы майнеров минус 15%, то есть тоже снижение хешрейта доходов майнеров может указывать на временные трудности в сети, возможно, связанные с регулированием или изменением в рыночных условиях. Ну, то, что мы видим, да, все эти новости, которые происходили. И активность на биржах, объем вход на биржу минус 20%, то есть меньше стали заливать, выводить с биржи тоже минус 9, минус 10% почти, тоже меньше стали выводить. Кстати, объем входа на биржу минус 20%, то примерно сколько мы вниз упали. И баланс на биржах, понятно, да, и уменьшение объема входа и выхода на биржу указывает на снижение торговой активности. Это как раз у нас перед вот этим сильным упалом. Мелкие... это у нас уже после обвала произошло. Да, это у нас сейчас идет то, что зафиксировалось это все дело, да, идет как боковик такой. Так, киты, долгосрочные держатели. Количество китов изменений 0. И долгосрочные держатели минус 2,5%. Помните, 1000 биткоинов заводил, да, зашевелился кошелек, и 1000 биткоинов было. Вот ее хорошо слили. Это тоже было как предупреждение о том, что пойдет такое движение вниз. В общем, стабильность числа китов и небольшое снижение позиции долгосрочных держателей свидетельствует о том, что крупные игроки остаются уверенными в биткоине. В общем, то, что у нас все происходит, это то, что мы на рынке видим. Это весь момент. Я пока новость читал, тут, наверное, все было не шевелилось. В общем, напишите в комментарии, как вам такой формат оставлять, новости в будущем проговаривать. В общем, вот это снижение, да, сейчас, в принципе, новые боятся заходить, старые не выходят, то есть как залезли там еще внизу, так и сидят, ждут. Но я полагаю, что мы уже прошли, то есть вот та цена, которую мы видели, 15 тысяч за биткоин, это было дно. Кстати, 15 тысяч за биткоин у нас был момент в матрице, где есть цифры, 15 999, матрица кино такой старый момент там, и есть разборки по этому фильму, тоже из нашей команды человек делал, и 15 999 и 17 999, это 17 тысяч. Тоже нужно за этими уровнями наблюдать. Вот есть вероятность, просто если мы пойдем к 18 тысячам, но это опять же должно быть по идее дальше, после наших 32-6 тысяч. Можем глубже, ниже зайти. Так, такая вот история, господа. Сейчас нужно по-хорошему не впрыгивать в позиции, или если заходить, то сразу подбирать стоп-приказы, и когда цена будет, если сейчас зайти в лонг, да, поставить его стоп, цена уйдет наверх, стоп потянуть без убыток, дальше здесь сидеть, ждать, заходить в шорт, подтягивать стоп, потом переводить без убыток и следить за ценой, да, куда она ходит. И в какие-то моменты вы встанете в хорошую, то есть на графике это все будет, конечно, отмечено, и будет потом видно, куда идет график, да, у нас. То есть, да, у нас наберется какой-нибудь, допустим, вот такой, например, треугольник соберется, или что-то 25 число, так, это у нас где? 21, 23, так вот так, да, 25. То есть у нас вот такая вот структура сейчас здесь может собраться. Это может быть с плоским верхом треугольник, с плоским низом, или просто треугольник, или голова плечи может собраться. Посмотрим, это будет дальше показано. Да? И у нас здесь на 25 как раз может получиться так, что это будет как раз таки окно повышенной волатильности. Но это уже будет ясно потом, когда у нас здесь будет расторговка. И если вы пока идет вот это накопление, вы здесь возьмете шорт, защитите, да, стопом, потом перейдете без убыток, отсюда наберете лонг, защитите стопом, перейдете без убыток. Я поэтому свои лонг-позиции здесь, которые успел взять, я их не закрываю. И в конце здесь еще дополнительно возьму позиции. И, конечно же, оно выйдет все либо вверх, либо вниз. Атлант подскажет. В общем, подписываемся, ссылочки в описании. Всех обнял, всем удачи, все будет хорошо, держите биткоин, он вырастет обязательно.